Но почему правительство закрывает глаза одновременно с этим на то, что по всем каналам телевидения ежесуточно через низкопробные телефильмы формируются новые идеалы у молодежи? Это что такое? Это мордобитие, кровь, скотство и так далее и тому подобное. На какие средства создается вот эта вся низкопробщина в России? Скажите нам, пожалуйста, откройте секрет. И еще, вам не кажется, что именно оборонная отрасль должна не меньше, чем об модернизации, думать о том, чтобы солдаты имели высокие нравственные качества. И для этого должна быть другая совершенно нравственная идеологическая работа внутри государства через телевидение. Что я могу ответить? Вы же прекрасно меня знаете, не первый год. И примерно понимаете, что я мог бы вам ответить один на один на сей счет. Да, поэтому давайте мы будем с вами корректными. Я скажу так. Я не уполномочен отвечать на такого рода вопросы. Потому что есть другие ответственные граждане, которые за это должны отвечать. Позовите их к себе и задайте им этот вопрос. Он меня тоже мучает периодически. И так каждый день включайте телевизор, любой канал. Только насилие, только гадость, только разврат, только алкоголь, наркотики. И все пьют. Каждый сюжет выпивают. Дома начали пить, на работу пришли пить, в полицейском участке, в больнице, вечером, клуб. Ну, каждый сюжет идет звук, так сказать, разливаемого напитка. И все, если в совокупности взять, то более гадкой информационной политики, чем в России, нет нигде. И тем самым мы же и о себе делаем плохое мнение. Когда смотрят наши каналы, думают, а что вообще показывают русским и всем остальным народам нашей страны. И спокойненько чиновники в высоких кабинетах, на высоких трибунах говорят, не надо, подождем. 20 лет говорят. Значит, кому-то нужно, чтобы у нас был полный разврат, в широком смысле слова. И мораль, там, и культура, и образование, и политическая нравственность. Мы видим убийства, мы видим криминал, мы видим искажение образа семьи, мы видим примитивные желания. Первый вопрос касается механизма, который позволит фильтровать то, что выходит в массовость. Как с этим быть? Есть ли этот механизм? Можно ли его создать? В современном мире это сложно сделать. Поток профильтровать. Есть опасения того, что эта фильтрация примет идеологический характер. И общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую, прямую информацию. Должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Везде. И в интернете, и на телевидении, и в других средствах массовой информации. Все другое, на мой взгляд, может быть осуществлено только одним способом. Это фильтрация. С помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему фильтров, морально-этических, вот это было бы правильно. Тем, чтобы, если не исключить, то минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства. Мягко говоря, беспредел информационный, который вас беспокоит, он беспокоит миллионы людей. Ночная разборка в офисе телеканала ТНТ могла закончиться не так миролюбиво. Сначала крепкие ингушские парни долго не выпускали людей из здания и требовали привести руководство канала к ним на коврик у входной двери. Осаду держали, пока не приехала полиция и ОМОН. Я, генеральный директор Comedy Club Андрей Левин, хотел бы выразить глубокое извинение в связи с тем материалом, который вышел. Я хотел бы сказать, что это исключительная случайность. Руководитель крупнейшего юмористического продакшна страны Андрей Левин заметно нервничает. Оно и понятно, когда перед тобой сидит сам постпред Ингушетии в России Алихан Цичоев, тут не до шуток. До беговой дорожки, конечно, не дошло, но удалить ролик, оскорбивший ингушский народ, все-таки пришлось. И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. Почему правительство закрывает глаза? Я не уполномочен отвечать на такого рода вопросы.
Скажите нам, пожалуйста, откройте секрет. И задайте им этот вопрос. Позовите их к себе. Кровь, скотство. И так каждый день. Любой канал. Формируются новые идеалы у молодежи. Только насилие, только гадость, только разврат, только алкоголь. Более гадкой информационной политики, чем в России, нет нигде. И спокойненько чиновники в высоких кабинетах, на высоких трибунах говорят: не надо, подождем. 20 лет говорят. Беспредел информационный, который вас беспокоит, он беспокоит миллионы людей.